случае возможной агрессии Азербайджана Армения защитит свою территориальную целостность всеми возможными средствами. Это заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на брифинге после заседания правительства. На вопрос, какие действия предпримет Армения, если Азербайджан нападет на Армению и попытается силой захватить или открыть так называемый коридор, заместитель министра иностранных дел ответил: «Естественно, Республика Армения должна защищать свою территориальную целостность всеми имеющимися в ее распоряжении инструментарием». Коснувшись обвинений Баку в адрес Еревана относительно приобретения оружия, Костанян отметил, что Армения реализует свое суверенное право и развивает свою обороноспособность. Как уже было заявлено ранее, мы не намерены совершать какие-либо акты агрессии против кого-либо из наших соседей. Что касается так называемой «гонки вооружений», которую мы наблюдаем в регионе, то для решения этой проблемы Армения предложила Азербайджану создать механизм взаимного контроля над вооружениями, и это предложение остается в силе, подчеркнул замглавы МИД. Как и прежде, Армения настроена конструктивно в переговорах с Азербайджаном и надеется, что Баку в ближайшее время ответит на предложение Еревана. Заместитель министра не согласен с утверждением, что армяно-азербайджанские переговоры зашли в тупик. В любом случае, заседание демаркационной комиссии состоялось. Есть договоренность, что новое заседание должно состояться в ближайшее время, сообщил он. Говоря о переговорах по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, замминистра иностранных дел Армении напомнил, что Ереван уже довольно давно вносит предложения и ждет реакции азербайджанской стороны. Что касается этих предложений, то мы надеемся получить на них ответы в ближайшее время, чтобы процесс можно было продолжить. Как и прежде, Армения продолжает конструктивно участвовать в переговорах, сказал Костанян. Касаясь угроз и воинственной риторики со стороны Азербайджана в адрес Армении, Ваан Костанян отметил, что подобные заявления направлены на создание эскалационного фона в регионе. Армения не поддастся на подобные провокации и продолжит демонстрировать конструктивную позицию в переговорах, подчеркнул замминистра иностранных дел Армении. Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян заверяет, что предпринятые Ереваном шаги не направлены против какого-либо партнера, и Армения ведет и продолжает диалог со всеми партнерами, в том числе с Российской Федерацией. Ваан Костанян заявил об этом на брифинге после заседания правительства, коснувшись вопроса, не направлено ли начало процесса вступления в Евросоюз против Российской Федерации. Шаги Республики Армения не направлены против какого-либо партнера. Мы ведем и продолжаем диалог со всеми партнерами, в том числе и с Российской Федерацией, подчеркнул замминистра иностранных дел. Он также напомнил, что несколько недель назад министр иностранных дел Армении находился с рабочим визитом в Москве и там имел вполне конструктивные беседы с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, замминистра иностранных дел сообщил, что на данный момент такого вопроса в повестке нет. Если такие визиты планируются, то наверняка партнеры правительства в нужный момент сообщат об этом. На данный момент у нас ничего подобного в повестке нет, сказал Костанян. 12 февраля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС. За проект проголосовали 63 депутата, против – 7. За проект проголосовала правящая фракция «Гражданское соглашение», против оппозиционная фракция «Честь имею», а фракция «Армения» в голосовании не участвовала. Бремя мира почти полностью ложится на Армению, поскольку Азербайджан не сталкивается с существенным внешним давлением.
Об этом заявил преподаватель университета Оттавы Жан-Франсуа Ратель, выступая на обсуждении «Армения и Грузия на грани», организованном Институтом европейских, русских и евразийских исследований Карлтонского университета. Ратель выразил мнение, что слабая переговорная позиция Армении является определяющим фактором, который может затруднить дальнейшие переговоры. Он подчеркнул, что достижение мира в таком контексте требует экономического решения, приносящего выгоду всем сторонам, сославшись на исторические примеры из бывших коммунистических стран, которые продемонстрировали важность экономических стимулов для мира. Жан-Франсуа Ратель отметил, что такие вопросы, как устранение последствий войны, сохранение культурного наследия и армянский суверенитет, остаются без должного внимания. При этом Азербайджан не испытывает существенного международного давления. По его словам, региональная изоляция Армении дополнительно усложняет усилия по установлению мира, так как оставляет страну без рычагов влияния в переговорах. Ратель также предупредил, что любое мирное соглашение может в конечном итоге подорвать безопасность Армении, поскольку Азербайджан не сталкивается с существенными ограничениями или санкциями. Он подчеркнул необходимость того, чтобы такие страны, как Канада и государства-члены ЕС, помогли сдерживать максималистские требования Азербайджана. Посол Армении в Канаде Анаит Арутюнян заявила, что постоянные угрозы Азербайджана подрывают мирные инициативы. Посол Арутюнян также подчеркнула, что процесс мирных переговоров с Азербайджаном усложняется внутренними проблемами, связанными с нарушением культурной целостности Армении и воздействием на военнопленных, удерживаемых в Баку. Посол отметила, что стремление Армении к миру не находит отклика, поскольку Азербайджан, обладая преимуществом, остается не готовым к уступкам. Она подчеркнула важнейшую роль международной дипломатии в поддержке мирных усилий, принимая решительную позицию и показывая поддержку сторонникам демократии. Посол отметила, что постоянная угроза со стороны Азербайджана подрывает мирные инициативы и призвала международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности, поскольку это является моральной и стратегической необходимостью. Анаит Арутюнян отметила, что роль международных акторов – это не вопрос морали, а необходимость для обеспечения справедливости и стабильности в регионе. И в конце отметим, что по некоторым данным новая глава национальной разведки США Тулси Габбард приняла обращение армянской диаспоры США с просьбой о поддержке в международных инстанциях против международного преступника Алиева за этническую чистку в Арцахе. В ближайшее время станет ясно, какие шаги будут предприняты. В целом, подобная поддержка, как во Франции, так и в США, может усилить позиции Армении на международной арене, снизив возможность торга с азербайджанской стороной. Именно такие инициативы способны реально помочь нашей стране, а не постоянные просьбы и требования к армянскому руководству со стороны диаспоры. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.